Века на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем ПВХ профилей для оконных и дверных блоков. Крупнейшим. Как вот выстроены ваши отношения с вашей материнской компанией? Мы являемся самостоятельным юридическим лицом, которое работает здесь, в Российской Федерации. Как вы продаете? Какие механизмы и инструменты вы используете? Российский рынок, он по-прежнему очень перспективный. Мы очень внимательно держим руку на пульсе экологической повестки. Да? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на канале «Открытый бизнес» мы поговорим о бизнесе в сфере производства. Сегодня я в гостях в компании «Века Рус» и пообщаюсь с Сергеем Ельниковым, представителем, руководителем отдела пиара и коммуникаций компании «Века Рус». Для начала, Сергей, предлагаю вам вкратце рассказать о компании, да, что она из себя сегодня представляет на российском рынке, какую продукцию она выпускает, чтобы мы могли более детально потом поговорить уже о направлении деятельности. Здесь все очень просто. Наша компания выпускает один вид продукции. При этом, когда я говорю «наша компания», я имею в виду весь концерн, о чем я тоже отдельно скажу. Наша продукция – это профили поливинилхлоридные для производства оконных и дверных блоков. То есть мы делаем тот пластик, из которого делаются пластиковые окна. Наши клиенты – это компании, которые производят пластиковые окна. Века на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем ПВХ профилей для оконных и дверных блоков. Крупнейшим. Это данные, подтвержденные еженедельником немецким Wirtschaftswoche, я могу на них совершенно официально ссылаться. И это, конечно, очень интересно, потому что, заходя на рынок, где вроде бы вообще нет места, но в лучшем случае вы будете мечтать о том, чтобы где-то там сбоку занять какую-то нишу. Вот. А в итоге вы вырасти в крупный международный концерн, который по-прежнему, несмотря на весь масштаб, продолжает оставаться семейным мероприятием. 8 октября 1999 года был открыт вот этот завод, где мы сейчас находимся. Это первое предприятие, которое западная компания открыла и которое предназначено для производства поливинилхлоридных профилей. А все остальные были уже после нас. Это было 8 октября. Хорошо. Сергей, давайте поговорим теперь о том, как выстроены ваши отношения с вашей материнской компанией, насколько она вообще влияет на стратегию, на какие-то операционную деятельность компании на территории России, прислушивается, какие у нее полномочия, у вас как у дочки, да, и, соответственно, как влияет на них ваша материнская компания. Материнская компания, она в буквальном смысле это слово материнская, потому что Века АГ является единственным учредителем нашим. Поэтому отношения у нас очень разноплановые, очень конструктивные. А самая главная задача, которая есть у Веки Рус, это производить продукт, который будет приносить прибыль, который будет помогать, который будет позволять развиваться нашим клиентам, да, и который будет радовать наших учредителей. Не случайно наш слоган, да, вот здесь в России, это создание возможностей. И это то же самое, что можно сказать. Это то же самое, что действует и в отношении интересов учредителя по отношению к нам. Мы самостоятельное юридическое лицо, мы самостоятельно определяем то, как и что мы делаем здесь на территории Российской Федерации. Но, конечно, у нас есть очень много взаимодействия. В частности, это связано, например, с техническим обеспечением, это связано с обучением сотрудников, это связано с контролем производственных процессов и оборудования, которое у нас работает. Это связано с кадровой политикой. Например, если группа компаний Века проводит определенные HR-проекты в области замера удовлетворенности сотрудников, то мы тоже участвуем в этих проектах и так далее, и так далее. В общем, у нас очень много таких вещей, которые нас связывают, и наш бывший генеральный директор, господин Беков, он сейчас в правлении группы компании Века как раз занимает должность человека, который отвечает за сбыт и маркетинг во всем масштабе. Ключевые сотрудники Века всегда проходили обучение в немецком офисе, на немецком производстве. В общем, у нас очень много ниток, которые нас связывают, но мы являемся самостоятельным юридическим лицом, который работает здесь, в Российской Федерации. Это отношения родителей и ребенка, уже взрослого, самостоятельного, который все-таки иногда обращается к помощи родительского дома, но не живет за его счет. Вот это очень важно. Не живет за его счет. Вообще считается, что российский проект Века, он является одним из самых успешных за всю историю существования, в принципе, группы компаний, да, всей группы компаний. А расскажите, как устроены ваши каналы продаж, как вы продаете, какие механизмы и инструменты вы используете для продаж? В 99 случаях из 100 мы продаем профиль напрямую. То есть между нами и нашими клиентами нет никаких торговых посредников. Это принципиально отличает нас от конкурентных моделей, где в большинстве случаев на рынке присутствует дилер, как торговая организация, которая покупает профиль у производителей, потом продает его фактически кому попало. Вот это наше фундаментальное отличие, потому что кто попало, Век купить не может.
мы очень тщательно проверяем каждую оконную кампанию, которая к нам приходит. Или к которой мы приходим, но в любом случае, кто попало, профиль века приобрести не в состоянии. Да? Такая модель работы, такой образ работы, он является очень хорошим с точки зрения безопасности бизнеса, потому что он позволяет нам получать информацию с рынка из первых рук, позволяет нам лучше осуществлять планирование и позволяет лучше учитывать, изучать, да, клиентские интересы для того, чтобы обеспечивать их успех. Давайте поговорим теперь, как вы этих новых клиентов находите, да? Какие инструменты маркетинга вы используете в своей работе, что наиболее эффективно, что нам там пробовали, но не пошло. Да? Вот что работает в вашей сфере как каналы, которые привлекают новых клиентов? У нас, можно сказать, классическая B2B модель, которая предполагает достаточно долгий срок принятия решения клиента. Да? Вот, и достаточно долгое изучение всех условий и нюансов возможного сотрудничества. Это не спонтанная покупка. То есть к нам не может прийти оконная компания, которая скажет: а вот давайте, я решил вот веку попробовать, я узнала о вас там, из интернет-рекламы. Или там я услышал о вас по телевидению. Если мы говорим сейчас о нашем бизнесе, о том, как строят свой бизнес оконные компании, которые являются нашими партнерами. Наш рынок достаточно ограничен. В 2012 году, когда он был на пике, в Российской Федерации существовало около 6 тысяч оконных компаний. Это много, но даже 6 тысяч – это, в принципе, такое количество, с которым можно иметь такие прогнозируемые нормальные коммуникационные отношения. А сейчас количество оконных компаний уменьшилось примерно в 6 раз, то есть их количество сейчас разными экспертами оценивается там, от 700 до 800. Да? То есть на нашем рынке… Так сильно? Да, так сильно. Да. Но мы при этом объемы сократились примерно вдвое, а количество объема по реализуемой продукции на рынке, а количество оконных компаний уменьшилось практически в 6 раз. То есть мы имеем дело с классическим примером концентрации. И здесь я могу сказать совершенно четко и однозначно, что сейчас, особенно вот время пандемии это показало, для переработчика, для компании, которая делает пластиковые окна, принципиально важно иметь уверенность в том, что ты получишь свой материал, что ты не останешься без сырья, что тебе будет из чего делать твои окна, твои двери. И обеспечить вот эту бесперебойную логистику, бесперебойность поставок – это очень важное качество, которое сейчас по зубам далеко не всем. Куда вы направляете основной маркетинговый бюджет вот, для продвижения? То есть в какие инструменты, что вы используете? То, что вы работаете напрямую с вашими партнерами, это понятно, помогаете им всячески, поддерживаете. Но помимо этого, вот, какие маркетинговые каналы, там, может быть, онлайн-реклама, офлайн-реклама, видео, там, телевидение, во что вы сейчас инвестируете, что больше всего работает? Здесь наши коммуникации тоже прошли определенную эволюцию, и они всегда были связаны с решением тех задач, которые компания ставила перед собой. Я просто немножко скажу в исторической ретроспективе, для того, чтобы было понятно, как это выглядит сейчас. Например, в начале нулевых годов, поскольку мы мы открыли первое производство, но продажи многие компании начали здесь немного раньше, да, в России. Вот. И, соответственно, активную коммуникацию своих брендов они тоже начали раньше. Поэтому мы оказались в ситуации догоняющего. И у нас была задача в начале нулевых резко поднять уровень узнаваемости с очень хорошими охватными показателями для того, чтобы выстроить совершенно четкую продуктовую ассоциацию, что Века – это как класс именно в оконной товарной категории. Тогда мы были долгое время спонсорами квартирного вопроса, и телевидение было нашим основным рекламным медиа. Да? Но сейчас ситуация другая. Сейчас, во-первых, если мы возьмем вот эту вот классическую маркетинговую триаду знания, потребления, лояльность, да, мы должны работать уже без такого выраженного акцента на знание, а делая акцент в равной степени на все эти три элемента. Сейчас, конечно, основное это онлайн-коммуникации. Это онлайн-коммуникации. Почему? Не потому что они онлайн, а потому что онлайн-коммуникации позволяют сделать рекламные взаимодействия максимально адресным и сделать так, чтобы в орбиту этой коммуникации попали как раз те люди, те целевые аудитории, которые нам интересны. То есть можно очень хорошо и четко таргетировать. Поэтому главное и основное это, конечно, онлайн-коммуникация. Онлайн-коммуникация в самых разных видах и проявлениях. Это и маркетинг в социальных сетях, да?
Это и контекстная реклама, это и баннерная реклама, это и контентный маркетинг, присутствие в виде интересного пользовательского контента на самых разных площадках и так далее, и так далее. Поэтому здесь много направлений. Плавно переходим как раз к коммуникациям с вашими клиентами. Вот какие каналы коммуникации действующие, работающие на сегодняшний день, наиболее востребованы? Куда чаще обращаются? Ваши представительства на горячую линию, в те же цифровые каналы? Как вы сейчас эту картину наблюдаете? Наши представительства, строго говоря, у нас их нет, представительств. То есть у нас есть 2 завода, плюс склад в Хабаровске. Потом у нас клиенты, у этих клиентов есть дилеры. И если мы говорим об обращениях века, то об обращении века, как правило, это обращение со стороны конечных потребителей. Мне очень нравится слово омниканальность. Омниканальность – это когда неважно откуда поступает запрос, самое главное, чтобы этот запрос был быстро, своевременно принят и компетентно обработан. И таких точек коммуникационного входа на веку их очень много. Это и наши группы в социальных сетях, это и мессенджеры. Это и контакт-центр наш, конечно же, который исторически был первым таким коммуникационным средством интегральным, который позволил нам систематизировать работу по приему обращения от граждан, назовем это так. Поэтому обращения поступают по разным каналам в разной степени. Могу сказать, что сейчас отчетливо прослеживается, что голосовых обращений становится меньше, а текстовых обращений становится больше. Люди стараются сейчас выбирать чаще обезличенную коммуникацию через текст. Потому что есть коммуникационное ядро в компании, коммуникационное ядро сотрудников и подразделений, главной задачей которых является действительно быстрая отработка всех тех информационных запросов, которые поступают с рынка. Этот рынок уже сформировался. Если мне быстро не ответили на мой запрос, я пойду еще куда-то. Я или по крайней мере, это оставит у меня чувство недоумения. А зачем нам оставлять у клиента чувство недоумения? Мы должны оставить у клиента чувство того, что мы всегда на связи. Всегда. 24/7. Это было, кстати, одним из условий, когда мы создавали контакт-центр в 2016 году. Одним из условий того, чтобы мы работали действительно по всей федерации без каких-то временных ограничений, даже если это было сопряжено с большими операционными издержками. Наверное, это все-таки следствие немецкого подхода, да? То есть в России, я из своего опыта скажу, мы обслуживаем много компаний, и даже весьма крупные федеральные компании, они иногда недооценивают важность круглосуточного сервиса или же расширения количества каналов коммуникаций. Ваша компания вроде бы не работает напрямую, точнее так, она не работает в секторе B2C, она работает в секторе B2B, но при этом вы большое внимание уделяете мнению конечного клиента, и при этом линейка ваших, то, что вы перечислили, каналов коммуникации, она во многом превосходит линейки компаний, которые работают в сфере B2C. Я думаю, что здесь мы несколько расходимся с нашим материнским предприятием. Почему? Потому что немецкий оконно-профильный рынок, он имеет несколько другую архитектуру, другую конфигурацию. И мы начали использовать пространство и возможности социальных сетей гораздо раньше, в полной мере, чем это делает наш учредитель. Куда эволюционирует и эволюционирует ли ваша сфера деятельности? Как меняются оконные технологии, как технологии профиля меняются, что происходит нового и как вы развиваете, какие ноу-хау? Есть, окно, оно всегда остается окном, и в принципе, если мы посмотрим, например, на окно с того времени, как появилось промышленное стекло, с того времени вроде бы в форме и функции окна мало что изменилось. Похоже, да. Но, конечно же, технология создания меняется. Какие у нас есть тренды, которые можно было бы назвать? Первое, конечно, это сокращение производственного цикла, сокращение производственного цикла, рост автоматизации и снижение издержек. Наш самый крупный клиент в России сегодня – это одновременно самая крупная российская компания по производству пластиковых окон, компания «Эко-окна». Они производят больше 3000 окон в день. Если они экономят на производстве одной конструкции 1 минуту, они экономят 3000 минут. Да, это огромные цифры. Поэтому крен в автоматизацию, он такой достаточно выраженный. Но автоматизация сама по себе не есть еще добродетель. Почему? Потому что автоматизация, она
проявляет себя с лучшей стороны тогда, когда речь идет о выпуске одинаковой продукции. Второй тренд, который отчетливо сегодня себя проявляет, это кастомизация предложений на оконном рынке. То есть потребитель начинает понимать и потреблять окна по-другому, чем это он делал иначе. Давайте поговорим еще о зеленых технологиях. Они все больше и больше входят не просто в жизнь людей, они входят в бизнес. В Европе это прям даже на законодательном уровне уже очень активно продвигается, да? Внедрение зеленых технологий, рециклинга и так далее. Но и в России уже все больше и больше инициатив появляется. Вы как большой производитель продукции из ПВХ, так или иначе сталкиваетесь с этим вопросом. Вот расскажите, как компания участвует в процессе, как использует, какие технологии используются там используются ли переработанные материалы, да, или как вы занимаетесь утилизацией переработанных своих неиспользованных продуктов? Встречный вопрос. Вот вы как считаете, пластик это скорее за экологию или это скорее все-таки вещь такая экологически сомнительная? Вот так вот. Не потому, что вы у нас в гостях, а вот скажите, мое мнение, да. Конечно, что вот, когда мне говорят деревянные окна или пластиковые, да, мне кажется, ну как дерево, вот оно дышит там как-то это. Дерево это что-то природное, а пластик это что-то, да, антиприродное. Но на самом деле я этой сферой тоже немножко интересуюсь и в плане бизнеса, и вижу, насколько много пользы может быть от переработки пластиковых отходов, и поэтому, если правильно перерабатывать пластик, то он может жить практически бесконечно, да? Тем самым сохраняя ресурсы природные, тот же лес, тот же другие природные какие-то ископаемые. В принципе, вы все сказали. Могу сказать, что у пластика, конечно, сейчас, у пластика вообще, у полимеров, у них не очень хорошая репутация. Если несколько лет назад вы вбили бы в гугле там, загрязнение окружающей среды, вам бы вывалили картинки в поисковой выдаче там, с ужасными заводами, машинами чадящими и так далее. Если вы это сделаете сегодня, вы увидите горы пластикового мусора там, по берегам рек и так далее, и так далее. И есть такое слово демонизация. Да? Вот полимерный материал не во многом демонизируется, конечно. Вот. И отчасти это может показаться оправданным, потому что пластик он действительно не разлагается. Но мы говорим не о пластике вообще, мы говорим об экологическом измерении окон из ПВХ. И здесь ПВХ окна являются в принципе экологически безупречным продуктом, потому что они ничего вредного не выделяют в окружающую среду. Вот, у них низкий углеродный след, низкий карбоновый след, то есть для производства ПВХ тратится немного энергии по сравнению, например, с металлическими сплавами. Как вы абсолютно справедливо заметили, ПВХ, потраченное на производство окна, оно спасает деревья, которые могут продолжать себе расти в лесу. Есть у нас такая отраслевая поговорка. Поставил деревянное окно, срубил дерево, убил бобра. Поставил пластиковое окно, спас и дерево, и бобра. Да? Хорошо. Ну, наверное, еще по такому блоку интересно поговорить, как сейчас развивается ваш бизнес в России, как на нем отразился коронакризис, насколько это замедлило или наоборот ускорило темпы финансового роста. Вначале было непросто тогда, когда вводился локдаун, потому что нам потребовалось определенное время для того, чтобы определить границы допустимого, да, что мы можем делать, чего не можем делать, закрываться, не закрываться, откладывать что-то еще. Самое главное, мы ни на день не останавливали отгрузки профиля в адрес наших клиентов. Вот это, наверное, основное. Они продолжались все время, потому что наши партнеры, они ведь заняты остеклением и медицинских учреждений, да, и социальных объектов и так далее, и так далее. Поэтому вот вначале была такая ситуация какой-то неопределенности, когда было не совсем понятно, что и как делать. Но она длилась недолго. И благодаря нашему генеральному директору Андрею, который очень хорошо взял ситуацию быстро под контроль, ну, строго говоря, она и никогда не уходила из-под контроля, но здесь, надо сказать, во многом благодаря его личному вкладу, да, его личной энергии, вот такой какой-то вот вовлеченности, он всех успокоил, да, и сказал, что, ребята, мы работаем, все будет нормально, да, давайте соберемся и поймем, что мы можем делать, чего делать мы не можем. Вот. А дальше ситуация стала развиваться парадоксальным образом неплохо. Я вижу здесь несколько причин. Во-первых, деформировался несколько рынок, который
чуть-чуть изменил структуру траты денег населением, и многие такие традиционно капиталоемкие направления, как туризм, например, они оказались закрытыми, плюс люди оказались в изоляции, и вот эти люди, оказавшиеся в изоляции на своих... Дом ремонтировать. Приводить его в порядок. В том числе, когда ты находишься дома, когда тебе для того, чтобы выйти на улицу, необходимо иметь там QR-код или что-то еще, ты рано или поздно приходишь к необходимости того, чтобы что-то в этом доме что-то улучшить. Поэтому активно стало развиваться так малое дачное строительство, летние кухни, беседки, террасы и прочее. Мы поговорили сейчас о некоторых уже, вот если говорить о рисках сферы производства, там, постоянный рост стоимости материалов, волатильность спроса и предложения. Вот какие-то тренды, влияние новых технологий на спрос и на сбыт. Вот вы считаете, сейчас, если говорить про производство в целом, какие риски должны оценивать инвесторы и предприниматели, которые в этот рынок в России сейчас будут заходить, вот с вашей точки зрения? На что стоит обращать внимание, что наиболее... Я думаю, это во многом зависит от продуктов и решений, с которыми приходит сюда инвестор, и от той бизнес-модели, с которой он сюда приходит. Есть отрасли, где, например, принципиально важно быть уверенным в том, что покупательная способность населения, реальные доходы населения будут расти. Ну, я имею в виду люксовые, да, ниши, например. И это, конечно, риск, который для России сейчас достаточно ощутим. Есть направления высокотехнологичного бизнеса, где очень высока доля зависимости от иностранных продуктов, причем от продуктов, которые могут использоваться как в гражданской сфере, так и в других сферах. Я имею в виду сферу IT, да, где тоже риски могут быть достаточно большие. Есть требования, есть такие отрасли, где можно рассчитывать на ужесточение требований регулятора по отношению к локализации, да, так называемым посадочным законом, не с точки зрения посадки в места не столь отдаленные, а с точки зрения необходимости открытия, например, здесь там полноценных юридических представительств и так далее. То есть здесь все очень, очень индивидуально. А российский рынок, вот вчера на совещании в ТПП как раз мы это обсуждали, российский рынок, он по-прежнему очень перспективный. Он, конечно, далеко не такой ненасытный, как это было в начале нулевых, но у него все равно сохраняется очень хороший потенциал с точки зрения объема. Низкий уровень национальной валюты позволяет сократить издержки для многих инвесторов. Россия обладает в Европе очень хорошим кадровым потенциалом, квалифицированных кадров и специалистов здесь достаточно. И я думаю, что если выстраивать инвестиционную стратегию правильно и не ожидать каких-то тут сверхчудес, то любой инвестор практически с любым продуктом, он может сюда зайти и чувствовать себя неплохо. Господин Шеф вчера говорил, в первом квартале 2021 года, по данным немецкого Центробанка, прямые инвестиции из Германии превысили 1 миллиард евро за квартал. И это, конечно, очень хорошая цифра, которая говорит о том, что международное деловое сообщество, оно по-прежнему рассматривает Россию как один из перспективных рынков для того, чтобы здесь работать. Риски тоже хорошо известны. Это риски геополитические, да. Это риски внутриполитические, да, это многие другие риски, о которых я сейчас здесь даже не хочу говорить. Вот, на всякий пожарный случай. Уже сам факт того, что есть какие-то риски, о которых я не хочу здесь говорить, является в этом смысле достаточно показательным. Вот, поэтому я думаю, что широкий круг решений может быть здесь реализован, если просто подойти к делу профессионально. В заключение предлагаю еще пообсудить, какие планы компания «Века» ставит в России на ближайшие 3-5 лет, к чему стремитесь, к каким показателям, может, собираетесь открыть новое производство? Планов по открытию новых производств у нас пока нет. Как я уже сказал, мы очень внимательно держим руку на пульсе экологической повестки. Да? Вот, в том числе и с точки зрения формирования новых законов, для того, чтобы в случае необходимости мы могли развить здесь направление переработки старых пластиковых окон, которые выходят из употребления по естественным причинам. У нас есть пожелание по развитию нашей московской площадки, да?
Московской площадке мы хотим расширять здесь как складские, так и производственные мощности. Это у нас стоит на повестке дня. Но для этого необходимо решить некоторые правовые вопросы, вот, связанные с тем, что территория сейчас тоже не Московской области, а Новой Москвы. Но я надеюсь, что эти усилия, они тоже увенчаются успехом. Мы хотим расширять производство, мы хотим, естественно, привлекать новых клиентов в нескольких регионах. Мы хотим развивать нашу коммуникацию, хотим укреплять те позиции, которые мы достигли. Хорошо. Сергей, спасибо вам большое за Вам интересную спасибо. информационную беседу. Был рад побывать у вас в гостях. С удовольствием. Приходите еще, покупайте окна из профиля века. Вот теперь уже мы больше узнали, теперь точно будем... Теперь есть у вас доверие?